Здорово, танкисты, всем привет! Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks, или кто как любит, Мир танков от Лесты, да. Сегодня у нас на обзоре Тигр 2, тяжелый немецкий танк 8 левела, проходная прокачиваемая ветка, очень красивый и мощный танк. И начнем мы сегодняшний гайд по бронированию данного агрегата. Погнали! Так, наша тигруля. Ну и давайте начнем с корпуса, с НЛД. НЛД у нас 100 мм. В приведенке снизу 159, сверху 154. ВЛД у нас 160 мм, снизу 216, сверху 228. Вот, а НЛД дырявая, ВЛД крепкая. Большинство танков тяжелых на 8 уровне с бронепробитием до 220 будут испытывать, на основном типе снаряда, да, будут испытывать проблемы с пробитием ВЛД. Голдой, понятно, уже что-то будут пробивать. Но такие танки, как И-6, Крайслер, нас уже не пробивают вовсе. Касаемо башни, основная бронеплита у нас 245 мм, а угол наклона у нас практически отсутствует, поэтому в приведенке, грубо говоря, те же 245, там 247. Крепкая ли эта башня? Ну, против основных типов снаряда на 8 левеле, да, даже какие-то девятки нас сюда не будут пробивать. Голдой, конечно, уже будут шить девятки, десятки 100%, и десятки будут шить обычным типом снаряда. А вот восьмерки на основном типе снаряда будут испытывать проблемы. Щеки рикошетные, там 370, верхняя планка 50 мм по правилу 3 калибров только пробивает, свыше 150 мм. Вот, рикошетный не пробьете. Лючок расположен по центру башни. Вот. Он, в принципе, не такой уж и маленький, но тут 162. Вот, верхняя часть рикошетная, то есть стрелять нужно только в нижнюю планку, она достаточно узенькая. У нас есть фальшборд, боковое бронирование 80, вверху 86, танкует от борта очень хорошо, уверенно, через каток не бьется, даже можно перекручивать немного, вот. Но старайтесь это не делать. Подставлять чеку вы будете, но здесь все равно в приведенке 227 миллиметров, это достаточно жирно. Бронирование в целом очень хорошее. С броней разобрались. Все у нас зергут. Вот. Идем к основным модулям. 3 пушки нам предлагают. 2 8 левела. И соответственно девяточка. Вот, давайте их все откроем, посмотрим. Альфа отличает топовую пушку. Бронепробитие отличает, да. Соответственно, заряжается она, ну как вот вторая, притоповая. ДПМ 2077. Здесь вот на первой, кстати, ну поскольку она заряжается достаточно быстро, побольше ДПМ. Точность зато 0.31 против 0.34 и 0.35. Время сведения 2,5 секунды. В принципе, танк ближнего боя достаточно комфортный. Старайтесь как можно быстрее пересесть на топовое орудие. Касаемо башни, нам добавляется здесь брони, причем существенно. Поэтому для этого танка прокачать как можно быстрее топовую башню очень важно. 100 мм на стойке, 245 на топовый. Да, плюс борт крепче и все такое. Обзор плюс 10 метров. Поэтому вот этот модуль очень важен для этого танка. Вот, рацию тоже качайте топовый. 710 метров против 310. Более чем в 2 раза дальней связи больше. Топовый двигатель. У нас здесь 700 лошадей, здесь у нас 650%, 8 к подвижности даст. И здесь у нас 28 на ходовой, здесь 26, плюс 2 градуса в секунду поворачиваемость корпуса. Вот. Качаем здесь вездеходную ходовую, качаем так. Ну, наверное, все-таки лучше качать отстройку параллакса. Сейчас посмотрим. Да, точность у нас и так неплохая для танкового ближнего боя, поэтому притирку 6 наведения. Сведение делаем более комфортно. Звукоизоляцию, защиту от арты фугасов. И второй слот мы здесь качаем. Ох, ох, ох. Я прокачал бы мобильность, но можно и прокачать огневую мощь, учитывая тот факт, что у нас будет стоять на пушке стап из оборудования. Вот. Поэтому, наверное, лучше огневую мощь. Все-таки тяжелый танк.
В основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, ставим улучшенную закалку. Обязательно ставим стаб и ставим досел. Очень сюда хочется поставить, ввиду низкой подвижности танка, турбину. Но вместо чего нам вот все это нужно. По снарядам основной ББХ летит 1100, вопросов никаких нету. Голда подкол летит почти 1400 метров в секунду. Супер комфортная скорость полета снаряда. Снаряжение, ремка, аптечка, огнетушитель. Экипаж, 5 членов экипажа перкивают перед собой. Сейчас наблюдаете. УВН у пушечки у нас присутствует. Минус 8. Вполне себе неплохо. По ХП у нас все хорошо. 1760. По мобильности все плохо. У нас нет турбины. Мы ездим 38 вперед, 12 назад. Менее 10 лошадей на тонну удельная мощность. Очень тяжелый, хорошо бронированный. По обзору 390 метров. Стандартный параметр для восьмерки тяжелого танка. По плюсам и минусам броня не вызывает никаких, так сказать, нареканий. Это плюс. По подвижности жирный минус. По обзору стандарт, ни плюс, ни минус. По пушке жирный плюс, хорошая скорость полета снаряда, есть УВН, хорошая точность орудия, можно поправить разными способами. Сведение. Поэтому, ну, у нас и так стоит стаб. Хорошо сбалансированный тяжелый танк. В общем-то. Да, в общем. Танк ближнего боя. Поэтому отправляемся в бой. Будем щупать Тигра 2. Поехали. Так, у нас обзор боем Тигр 2. Немецкий танк 8 уровня. Тяжелый. Обычная проходная ветка. Прокачиваемая. Драться мы сейчас будем с девятками. У них Кунзепанзер вообще скилловичок, да, один. Епись. Ладно. Епись так епись. Эх, турбинку бы, а нету. Хорошо, хоть арты нет. Фу-фу-фу. Приготовились. Что-то никого не видно. А где враги? Где враги? Корнеровна только видит. А, Базюлька у них на ту сторону уехала одна. Поджимает. У нас там толпа, я думаю, сейчас вся наша толпа отлетит. Гля, неужто? Вот, епись, катит. Да. Так.
Вот тебе больно сделаем сейчас. Мы тебе сейчас будем больно делать. Давай еще выходи. Мне нравится твой задорный план. Вот дает. На Карнерване. Т-30 там еще у них. Косарик 100 мы уже выдали, да. А наша толпа там сейчас вся обосрется. Сейчас будут упарываться, разбиваться. Поехали. Когда толпа едет на один фланг, она вся разбивается всегда. Так. Т-30 поинтересовался. Такой, нет, не хочу. Или хочешь? Давай, выезжай. Не хочешь. Передумал. Ух ты, как мансанул. Грамотно. Гаденыш попало, а? Дергается весь, дрыгается. Давай еще разочек выйдем. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Что он делает? Удает. Вот это да. Рикошет, все. Движок мне сломали, черти. Готов. Ну, ребята, не стыдных 300 дали. Вот такой вот бой у нас. Союзники, как я и говорил, поехали толпой и все
подохли. Вот. Все подохли. Все, я один, да? Ну, еще тычку дать и в ангар поедем. Да. Ну, как я и говорил. Ладно. 3500 суммы есть. Танк хороший, если бы не союзные шваль, как в каждом бою это происходит, мы бы еще и выиграли в этом бою. Просто уехало 80% танков союзных налево, и они все там сдохли. Когда они успевают все это делать, просто жесть. Ладно, что по Тигру сказать? Хороший тяжелый танк. Хорошая пушка комфортная. Вот, с хорошим пробитием. Броня у него хорошая. У него все хорошее. Прям реально тяжелый танк. Вот первое место мы взяли по урону. На нашем Тигре. Вот в этом, вот в таком вот бою говнобою еще косарь насветили. Хороший ли Тигр 2 танчик? Конечно, хороший. А удобно ли качать ветку на нем? Конечно, удобно. Ребята, у кого есть в ангаре до сих пор Тигр 2 или только вы сейчас его качаете, пишите свои комментарии по данному агрегату, вот, какой вы используете, возможно, оборудование. Хочется, рука просит поставить сюда турбач медленного, но вместо чего его ставить? Вместо досала? Нет. Вместо закалки? Нет. Вместо стабилизатора? Тоже нет. Был бы 4-й слот, там была бы турбина. Именно турбина и ничего другого сюда ставить из оборудки, я думаю, не надо. Но вы все равно напишите, кто как катает. Может быть, мы попробуем, прислушаемся, потестим. Вот. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.